Всем привет! Я думаю, каждый согласится со мной в том, что мы живем в удивительное время. Новые технологии нас окружают повсюду. И вот, казалось бы, будущее уже наступило. И что может быть интереснее, чем то, что уже существует на данный момент сейчас? Да, конечно, в разных фантастических фильмах мы видели различные вариации будущего, которое может наступить. И оно, конечно же, ничего не имеет общего с тем, что у нас есть на данный момент и сейчас. Во всяком случае, я не видел таких вариантов фильмов, посмотрев которые, я бы сказал да, вот это, в принципе, вполне реальный вариант развития. Но сегодня не об этом. Да, технологии не стоят на месте, и казалось бы, то, что 3-5 лет назад было великим открытием, сейчас у нас уже является обыденностью. Даже если посмотреть на те же самые видеокарты, как выросла их производительность за последние 5 лет. Посмотрите, и вы будете очень сильно удивлены. Сейчас чуть ли не из каждого места мы слышим про искусственный интеллект. Выходит куча статей о том, что искусственный интеллект может заменить огромное количество профессий. И, естественно, преимущественно тех профессий, в которых нужно делать обыденную рутинную работу. К таким профессиям обычно относят водителей, курьеров, грузчиков и тому подобное. Да что тут говорить, уже существует огромное количество проектов, где автомобили управляются с помощью искусственного интеллекта. Например, знаю, этим занимается в Яндексе. Ну или, например, самый известный пример – это автопилот от компании Tesla. Ну и, собственно говоря, думаю, про роботов, курьеров и грузчиков вы тоже слышали. Первые, знаю, тестово катались по Москве, а вторые успешно используются на складах Амазона. Ну а, собственно говоря, если вам интересна тема искусственного интеллекта, и вы хотели бы, чтобы я написал какую-нибудь простенькую нейронную сеть, то тогда ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Я это обязательно увижу, и мы сделаем какой-нибудь ролик на эту тему. Но сейчас в интернете популярен еще один тренд о том, что искусственный интеллект может заменить разработчиков, то есть программистов. Ну и, собственно говоря, в этом ролике я хотел бы об этом поговорить. Сегодня мы узнаем, что такое искусственный интеллект, как он применяется в программировании, что такое нашумевшая чат ГПТ и сможет ли она заменить разработчиков, то есть программистов. Ну а перед началом ролика я хочу напомнить, что меня зовут Максим Лихачев и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром ролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитию канала. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. В нем мы выбираем темы следующих роликов. Ну и довольно часто я там делюсь всякой полезной информацией. Ну и давайте приступать к теме ролика. Поехали! Ну и давайте начнем с определения. Что же такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект – это имитация интеллекта, и в преимущественном большинстве случаев человеческого. Наш мозг работает за счет взаимодействия миллиардов нейронов. И, собственно говоря, по этой же аналогии выстраиваются искусственные нейронные сети. То есть изначально мы задаем какие-либо вводные данные, и на основе этих данных начинаем обучать нашу нейронную сеть. Пройдя определенное количество итераций, и обычно это очень большое количество, наша нейронная сеть развивается. И, собственно говоря, тем самым выстраивая те искусственные нейронные связи. Вообще, изначально стоит понимать, что искусственный интеллект – это в первую очередь программа, которую написал человек. И, собственно говоря, как он ее написал, так она и будет работать. Ну и, собственно говоря, компьютерные системы на основе этих нейронных сетей способны на многое. Распознавать человеческую речь, определять траекторию движения человека, автомобиля, распознавать лица людей, цвета, времена года, погоду и, собственно говоря, еще многое-многое-многое другое. И, следовательно, чем больше мы тренируем ту или иную нейронную сеть, тем будут более точные ответы, которые она генерирует. На самом деле, технологии искусственного интеллекта уже давным-давно вокруг нас. Мы просто, может, порой даже не замечаем их. Они используются в смартфонах, в обустройстве умных домов, в образовании, медицине и, естественно, они используются также в бизнесе. Ну и куда уж они, конечно же, используются в программировании. Самым известным примером это то, что выпустила компания Microsoft. Они выпустили вполне себе неплохого ассистента, который помогает в написании кода. Ну и естественно, я думаю, все слышали про него. Это GitHub Copilot. Он анализирует открытый код, который был загружен на GitHub. И на основе этих данных он уже помогает нам в написании нашего кода. Штука, конечно, интересная, но правда не бесплатная. Попользоваться ради интереса, конечно, ей можно, но в повседневной работе я бы ее не использовал. И вот плавно давайте перейдем к чат ГПТ. Что же такое чат ГПТ? Тут стоит начать с того, что это чат-бот, написанный компанией OpenAI, который использует искусственный интеллект. Эта нейронка обладает огромной языковой моделью и способна отвечать вам на разных языках. В том числе, кстати, она поддерживает русский язык. Изюминка этой нейронной сети заключается в том, что она обладает контекстом. То есть, когда вы что-то у нее спрашиваете, она запоминает контекст. И при дальнейшем диалоге она будет учитывать все предыдущие ваши вопросы. Ну и, собственно говоря, не только вопросы, а то, что вы писали до этого. И на основе всего диалога, который у вас выстроился, она уже дает ответы. Я думаю, вы уже видели подобные новости, то что та же самая чат ГПТ прошла собеседование на должность софтвер-инженера в Google, ну либо в какую-нибудь Фанк, хотя на данный момент уже Манк компанию.
Но тут, естественно, стоит учитывать тот момент, что собеседование в данной компании в большинстве случаев проходит в формате решения алгоритмических задач. Ну и еще проверяются ваши базовые знания Computer Science. И, насколько я знаю, только в последнюю очередь смотрят на ваши скиллы в той же самой Android-разработке и как вы умеете работать именно с Android SDK и прочими библиотеками. Ну и так как мы разработчики, то в первую очередь нас интересует, сможет ли нас заменить чат GPT или нет. В первую очередь, я думаю, стоит начать с того, что нет, скорее всего, она нас заменить в ближайшем будущем не сможет. Да, она прекрасно генерирует многие код, она идеально отвечает на технические вопросы, она хорошо решает задачи слит-кода, ну и, собственно говоря, любые другие алгоритмические задачи. И уж поверьте, справляется она с этим на ура, если грамотно поставлен вопрос. Но как только речь доходит до обычной повседневной задачи, которые встречаются постоянно в бизнесе в разработке, тут у нас уже начинаются проблемы. Незнающий человек, который не связан с разработкой, либо только начинает обучаться, если задаст какой-либо вопрос в чат GPT, связанный с программированием, скорее всего получит ответ, который его в принципе вполне себе устроит. Но люди, которые занимаются разработкой профессионально, замечают очень многое количество нюансов. Стоит начать с того, что чат GPT очень часто генерирует код, который не может запуститься. То бишь она добавляет несуществующие флаги. То есть я уже не раз слышал о том, что она генерирует, например, несуществующие uses permission, которые прописываются у нас в Android манифест файле. Но в этом, в принципе, нет ничего страшного, если вы знаете, что и какие флаги существуют. Вторым моментом является то, что она не может решить какую-либо определенную бизнес-задачу. То есть, как я уже говорил, логические и алгоритмические задачки она решает на ура. Но с теми задачами, где нужно учитывать какой-либо человеческий опыт, либо посмотреть с точки зрения пользователя на ту или иную фичу, она справляется ужасно. Да, конечно же, естественно, можно собрать решение по кусочкам, задавая определенные маленькие целевые запросы. И по этим маленьким кусочкам собрать код, который вполне себе будет работоспособный и решать ту или иную бизнес-задачу. Но за то время, которое вы будете это делать, намного проще, мне кажется, уже написать просто самому код. Ну и, собственно говоря, вот мое мнение касательно того, заменит ли чат GPT программистов в ближайшем будущем или нет. Я твердо уверен, что чат GPT в ближайшем будущем программистов все-таки не заменит. С помощью нее очень неплохо решать какие-то логические задачки, подключать и смотреть, как имплементировать стандартные библиотеки а-ля Retrofit. Ну, это, естественно, если вы сами не знаете, как это что делается. Вполне себе она неплохо подходит для того, чтобы генерировать какую-либо простенькую верстку, но на данный момент не более. Но, собственно говоря, в повседневной работе я пробовал ее использовать, и она не справляется от слова совсем. Ну и, собственно говоря, чтобы доказать то, что в ближайшее время чат GPT не способен заменить программистов, я выпущу ролик, в котором мы попробуем с использованием этой же чат GPT написать какое-либо простенькое Android-приложение. И посмотрим, как она с ним справится. Но тут стоит учитывать, что в реальной жизни разработчики занимаются немного другими делами, нежели просто создают простенький проект и дергают пару запросов. Ну и, собственно говоря, если ролик был вам полезным, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики будет ваш лайк и подписка на канал. Если у вас остались какие-либо вопросы, либо есть то, о чем сказать, то добро пожаловать в комментарии. Я их постоянно читаю. Также не забывайте подписываться на мой Инстаграм. В нем я публикую истории жизни обычного разработчика. Ну и на Телеграм подписывайтесь. В нем в ближайшее время будет очень много чего интересного. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся!